Это новая рубрика нашей программы «Кухонные тайны» Сталика Ханкишиева. Посмотрите, что я вам принес. Горшочки – любимцы всех домохозяек. Но помимо горшочков у меня здесь есть особая баночка. Баночка с застывшим зирваком. Готовил плов. Специально положил чуть больше мяса, чуть-чуть больше лука, чуть-чуть больше моркови и одну головку чеснока. Отложил в банку и убрал ее в холодильник. На потом. И вот этот день настал. Допустим, внезапно пришли гости. Допустим, просто торопимся и некогда готовить по-настоящему, от начала и до самого конца. Достаем баночку из холодильника и ставим ее либо в микроволновую печь, либо в горячую воду, чтобы жир растаял. И пока зирвак подогревается, необходимо промыть рис. Берем по 100 грамм риса на едока. 100 грамм риса поместится в один полулитровый горшочек. И теперь все очень просто. Мясо, морковку и жир раскладываем поровну по горшочкам. Поверх зирвака ровно по 100 грамм риса. Рис я взвешивал, когда он был сухим. Но после промывки, после замачивания он набрал в себя воду. И сейчас это уже 130, может быть даже 140 грамм очень хорошего риса. Понимаете, да, что каждый горшочек это ровно одна порция. А на одну порцию, 2-3 зубчика чеснока будет в самый раз. Как раз на одного едока. Ну и кому надо, тому перчик. Зирвак соленый, его было 200 грамм. Риса я насыпаю 100 грамм. И выпьет он еще 120 грамм воды. 220 грамм еды требуют хорошей щепоти соли. Иначе рис будет невкусным. Ну и заливаем водой, так, чтобы покрыло. То есть все примерно так же, как в обычном плове. Но на этом моя работа закончена. Потому что сейчас я понесу эти горшочки в печь, а вы в духовку, разогретую на 200 градусов. Горшочки следует поставить в стороне от углей. Но это я говорю вам на случай, если вы когда-нибудь построите для себя печь, для того, чтобы получать огромное удовольствие. И пусть они постоят ровно 40 минут. Всего за 40 минут плов будет полностью готов. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному. Ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик!
самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Ну все, вот он, момент истины. Эх, перчик. Перчик зажарился, зарумянился. Да и рис сверху. Я хочу показать вам, каким сверху получился рис. Рис буквально запекся. И мне кажется, что это очень хорошо, очень вкусно. Ну а каков рис там, внизу, внутри? Здесь сверху получилось нечто вроде казмаха. Пересыпем, полюбуемся, посмотрим. Ха-ха. А внутри-то рисень как рисеньки. А внутри-то плов лучше не придумать. Следующий горшочек. Перчик в сторонку. Мне интересно, каким получился этот запеченный перец. Ну и выкладываем рис. Отлично, и второй горшок. Браво! Супер идея. Супер идея. Знаете, вообще нормальные умные люди такими идеями не делятся. Нормальные бизнесмены на таких идеях деньги зарабатывают. Ведь изначально у нас был обычный плов. Блюдо, скажем так, для чайханы, для харчевни. Пришел кто-нибудь покушать, говорит, что у вас есть? У нас плов есть. Вот казан только что открыли 2 часа назад. Ну, человек и ест из этого казана. На самом деле, если говорить о ресторане, то каждая порция должна готовиться отдельно. Одному человеку перец нельзя, другой чеснок не хочет, у третьего от лука аллергия. Но это я шучу. На самом деле, ведь можно готовить с разными сортами риса, с разными крупами, с тем же самым булгуром, с гречкой и так далее. Заготовка одна – зирвак. А дальше какой хочешь сорт риса, какие хочешь добавки. Один говорит, изюм дай, второй говорит, я без гороха плов не ем. Так вот, плов на любой вкус и всегда свежий, всегда приготовленный индивидуально. Всего лишь навсего за 40 минут, пока гости за столом посидят, салатиками побалуются, либо чаем желудок прополоскают. Вот тут-то тебе плов и готов. Подаешь гостям плов и говоришь, приятного вам аппетита!